Мои дорогие подписчики, всем привет! Ну вот смотрите, началось видео, и я, значит, вместо приветствия начала кушать банан, мазать руки кремом и пить кофе. Часть из вас подумала, ну, наверное, ей вкусно, банан, кофе, такое место хорошее, как приятно ей находиться и кушать здесь. А другие люди подумали, ой, какой у Вики интересный свитер. Снова сидела, вязала мастерица, и вот уже в таком ярком, красивом свитере. Третьи люди подумали, знаете что? Сучка. Я включила видео, решила посмотреть, порадоваться, поразвлекаться, а она сидит и жрет, корова. Четвертые люди, ну, может быть, так с ухмылкой подумали, о, что-то Вика снова придумала, что-то вот в ее репертуаре. Ну вот такой примерно поток мыслей, и постоянно вот то, что вы подумали, то вас и преследует в течение вашей жизни, и, конечно же, формирует вашу жизнь и ваше будущее. Буду пить кофе, потому что он вкусный, когда горячий, а когда уже не горячий, он уже невкусный, поэтому извините. О, так все красиво, смотрите, у меня чашечка с тетрадочкой сочетается. Сегодня девушка продает кофе, ничего мне не написала. Обычно, когда мальчик мне нарисует сердечко, или Виктория Визлавна пишет, ну, что такое, или Фо Виктория Визлав, ну, такое. А девочка мне ничего не написала, но, собственно говоря, хорошо, что она мне не мешает. Так вот, сегодня мы с вами поговорим... ну так и свитер, подождите, сначала пару слов о свитере. Я хотела вас вот порадовать, ваш, скажем, глаз. И я связала такой свитер, вязала я его аж месяц. Все вот они с разных кусочков, разная пряжа. Это хлопок, понятно. Разные узоры. Мало того, что расцветки разнообразные, узоры еще, видите, разные. Я это все соединяла. 3 недели вязала, и целую неделю я соединяла это все. Но зато я планирую этот свитер носить до конца жизни. И вот я буду видеть время от времени, кто из моих подписчиков помнит этот свитер год, 2, 3, кто новые подписчики, кто старые подписчики. 8 июля 2024 года. Вот я этот свитер одела первый раз, может, где-то еще там ниточки. Я соединяла такой бежевой ниткой тонкой. Боже, такая работа вообще кропотливая, вы не представляете. Так что я его буду носить долго и долго и радовать ваш взгляд. Ну так вот, сегодня мы с вами поговорим о людях и рептилоидах. Значит, есть люди с человеческой душой, есть люди наполовину человеческой душой и половину рептилоиды. Есть люди рептилоиды, только рептилоидная душа. И четвертое – это люди-клоны. Недавно я такую информацию встретила интересную, что людей, человеческих душ, всего на планете 700 тысяч. Ну, мне хочется верить, что это такая опечатка, что там не дописали 0, что все-таки не 700 тысяч, а 7 миллионов. Но вполне вероятно, потому что большинство людей функционирует на 3 чакрах. Это секс, деньги и еда. Вот, потребности закрыли первичные, и больше ничего не надо. Это люди без эмпатии, без каких-то глубоких знаний, они обычные книги не читают. У них, скажем, их духовность такая, ну, не развита, вообще нет духовности. То есть у них даже уровень развития не доходит до верхней грудной чакры. Соответственно, они не способны и любить. То есть ими можно легко манипулировать, с ними можно делать что угодно. Включил телевизор, заложил программу, включил радио, там интернет, масс-медиа и все. И эти люди, как пехота, они будут выполнять все, что вы будете транслировать. Люди, которые умеют думать, вот которые входят в эти 700 тысяч, это такие люди особенные. Это глубокие люди, способны на чувства, на любовь, на глубокую эмпатию. Это преданные люди, потому что чем более развитый человек, чем более он преданный,
Это такое состояние души, так функционирует психика, что люди развиты, им не нужно много партнеров. Я, значит, наблюдала за людьми очень длительное время, за мужчинами и женщинами, что более развитые люди, они стремятся к моногамии. Полигамность – это все-таки, чем ниже уровень развития, интеллекта, духовности, тем более этим людям нужны партнеры. Много разных партнеров, давай. Очень часто тут еще вмешаны и расстройства личности, и поэтому, чтобы вот эту пустоту внутреннюю заполнить, нужно очень много партнеров сексуальных, я имею в виду. Поэтому вот так вот. А лично я очень чувствую, когда у человека было много партнеров сексуальных, у этих людей очень грязная энергетика, и я это все считываю. И, конечно, мне сложно с такими людьми, потому что вот эта информация будет идти. Ну, а зачем мне это? Так что вот так вот. Знаете, вот есть люди, такие как волки. Они вот с одним человеком, с партнером, они такие великодушные, красивые, преданные. Тут такое внутри невероятное богатство. Вот. А есть люди, как собаки. Вот они туда побежали, туда, там ему дали, там погладили, там наложили водички, там кинули косточку. И вот так вот они бегают по жизни. Это вот такая порода, вернее, отсутствие породы. Вот. Всего 1% на Земле люди, которые умеют думать. 3% думают, что они умеют думать, и 97% это люди, которые не способны думать и функционируют на вот этих 3 нижних чакрах. Деньги, еда, секс. Это такие животные инстинкты, но таких вот подавляющее большинство. Конечно же, все, кто пришли в этот мир, нужны человечеству, потому что то, что сделает один, не сделает другой. Чтобы кто-то пахал и сеял, кто-то должен медитировать. Но чтобы кто-то медитировал, кто-то должен пахать и сеять. Это истина, это жизнь и это факт. Законы, кстати, написаны для людей-рептилоидов, потому что у кого человеческая душа, им не нужны законы. Они не способны нарушать. Они все очень тонко чувствуют, порядочность, великодушие и нравственность. И понятно, что у них вот эта вся программа вложена. А вот для рептилоидов нужны законы, потому что нужно держать в руках все. Я думаю, что ни для кого не будет секретом, что все рептилоиды тянутся к людям человеческой душой, потому что у них нет этого ресурса, и они с удовольствием будут поглощать то, чего нет у них, и, скорее всего, они будут поглощать, ничего не давая взамен, потому что они потребители изначально. И люди с человеческой душой, они должны себя беречь. Люди должны жениться на людях, именно у кого человеческая душа, потому что вас правильно поймут, и только с такими людьми вы сможете создать семью. Рептилоиды должны жениться на рептилоидах и рожать рептилоидов, понятно. Они будут выполнять какую-то свою функцию. Вот. Знаете, расскажу такую историю в своей жизни. Я когда-то работала в фитнес-клубе много лет, и там у меня была коллега, Ольга ее звали. Не помню, с какого она города, с России, с какого-то не очень большого города, где-то там издалека. И вот она приехала в Московскую область, и я говорю: как ты сюда попала? Она говорит: ты знаешь, я познакомилась в интернете с молодым человеком. Это только-только начинался интернет, было еще так страшно и опасно. И вот она говорит: я ничего не сказала бабушке, поехала к нему. Но, говорит, когда я начала с ним общаться, я такую чистоту от него чувствовала, невероятную чистоту. И когда я возвращалась с учебы, меня аж трясло. Я аж бежала переписываться с ним, общаться, потому что вот эта искренность, чистота прям фанила из него.
И вот когда она переехала в Москву, они стали уже жить вместе. Она работала в фитнес-клубе, а он там где-то на какой-то работе работал, но у него было хобби, фотография. Он так это любил, нереально любил, что он все свое время посвящал этому хобби. В конечном итоге он работу оставил, стал заниматься этим. Сначала фотографировал там свадьбы, вечеринки, ну, понятно, все, что давало какой-то доход, семья все-таки. Потом родился у них ребенок, второй. 2 мальчика, по-моему. Мы потеряли контакты, потому что я телефон свой потеряла. И недавно я набрала его в сетях, и он там уже режиссер. Где-то там он чуть ли не в Африке, что-то, какие-то фильмы снимает, или ролики, или фотографирует. Ну, там какие-то сюжеты ставит, ну, очень интересно. Можете набрать в интернете Сергей Спирин. И мне так приятно, что я эту семью знала. И вот она его выбрала именно по чистоте душевной. И вот так весь его жизненный путь, он такой, знаете, чистый. И вот такой интересный, известный, там кто он сейчас, фотограф, постановщик, режиссер, в общем, можете посмотреть. Вот, так что большой привет, если вы меня смотрите. Мне приятно, что я вас знала. Еще такой случай расскажу, мои дорогие подписчики. Я когда тренировала девочку, и, значит, эта девочка должна была уехать в Америку, она полгода подготавливала документы, и вот мы, значит, попрощались с ней, все, она уже приготовила документы, и тут я ее снова встречаю через там 2 недели в фитнес-клубе, говорю, так ты же, ну, вот, уже должна была уехать. Она говорит, ты знаешь что, Виктория, я встретила хорошего человека. Я говорю, я тебя не понимаю, ты полгода жила этой поездкой, столько сил потратила на то, чтобы выехать в Америку. Она говорит, я встретила хорошего человека, понимаешь, Виктория? Когда ты встречаешь хорошего человека, не нужно думать, что делать с ним, нужно брать. И я это запомню. Действительно, когда вы встречаете хорошего человека, порядочного, нужно брать, потому что это такая изюминка, это такой вообще изумруд, самое большое богатство в жизни. Без ничего богатства, без золота, без машин. Это богатство, это такая внутренняя красота, это невероятная глубина, потому что люди только с глубиной и таким внутренним богатством, они могут быть порядочные, другие нет. Другие идут на выгоду, у них такая душа змеиная, знаете, обобрать, обворовать, бросить, ну, то есть так вот. Даже вот, если говорить о мужчинах, то есть, если мужчина не способен выстраивать отношения с женщиной, любить ее, а просто влюбляет там какими-то техниками пикаперскими, то это самый большой в жизни трус. Это такие мерзкие трусы, я таких видела много в жизни, в Москве видела, здесь их очень много. Это слабые личности. Если у вас человеческая душа, вы должны их оставить немедленно. Это люди, которые будут тянуть вас вниз. Вот. Ну, так вот, у меня в жизни встречалось очень много хороших людей, порядочных, ярких, человечных. И доктор, которого я очень любила, он всегда говорил, Виктория, ты вот это состояние души, он умер, у него остановилось сердце, был известный реаниматолог. И перед этим он всегда говорил, ты вот это состояние души свое, такое, такую вот эту непосредственность, вот эту возможность радоваться мелочам, ты должна сберечь и сохранить как можно дольше. Вот это состояние души сохранить. Вот я стараюсь сохранить, да. Ну, как вот обещала доктору, понимаете? Когда я объявила своим дорогим подписчикам, что я даю консультации, люди поделились на 2 части. Значит, люди с человеческой душой пишут примерно так. Виктория, здравствуйте, меня зовут так-то и так-то, буду там через 2 недели там, или через месяц в Хургаде, или я уже в Хургаде. Я бы хотела получить консультацию от вас на такую-то тему, когда мы можем встретиться и, в общем, сколько это стоит. Или точно такой же вопрос онлайн, когда мы можем с вами созвониться и решить те или другие вопросы.
Другие же люди ведут себя совершенно по-другому. И, значит, они пишут в WhatsApp, где купить гречку, где купить сало, а где такая улица находится, а где лучше купить квартиру. Я на такие вопросы не отвечаю, потому что человек просто решил почему-то мною попользоваться. Мое время, мои ресурсы, мою энергию. Вот просто, чтобы я с ним переписывалась. Я отвечу на один вопрос, сразу будет второй, третий, четвертый. То есть так дело не идет. Это такое большое неуважение ко мне, к моему труду, к моей жизни. Люди интересуются всем. И недвижимостью, и школами, и жизнью в Египте. Как переехать в Египет? Виктория больше всего интересуются женщины. Вот, как с чего начать, что можно, кем можно работать тут, чем заниматься, какие есть предложения. Вот эти темы больше всего мы обсуждаем с моими дорогими подписчицами, потому что больше это женщины. Мужчин интересует только недвижимость, но и по сути пока все. Вот. Ну вот как-то так. Вот. Буду вас всех рада видеть. Под каждым видео мой телефон, напомню вам. Приезжайте. Прекрасная страна, где люди оздоравливаются, где получают дополнительные годы жизни. Это не шутка. Ну, я уже не буду повторяться, уже много говорила на эту тему. Так что вот так вот. Ну, а сейчас немножечко поговорим об алкоголе, потому что везде модно праздновать, отмечать что-то, что там отмечать. Сама жизнь – это подарок, каждый день подарок. Ну, значит, смотрите, после употребления алкоголя, неважно какой вид алкоголя, 3 дня после употребления в вас врываются всякие сущности. И 40 дней после глотка алкоголя блокируются любые благие намерения человека. То есть 40 дней жизни вы потеряли. Ничего, у вас нет этой силы и мощи, чтобы исполнялись какие-то желания, чтобы вас слышала Вселенная, Бог, как хотите, так назовите. То есть 40 дней жизни после глотка алкоголя потеряны. Вот так действует этот яд, вседозволенный яд. Так что вот, запишите себе. Но и вообще чистые души, они не хотят алкоголя, они не хотят курить, им этого не надо просто. Вот замечали, что очень много женщин, которые живут с богатыми мужчинами, они начинают употреблять алкоголь. Почему это? Это потому что они загрязняются. Среди богатых мужчин невероятное количество, невероятный процент нарциссов, психопатов. И, понятно, жить с такими деструктивными личностями очень тяжело, и нужно как-то разгружать психику. И вот эти женщины таким образом разгружают психику. Понаблюдайте, я вот всю жизнь наблюдаю. Еще мой друг работал в полиции на Дубровке, он говорит: Виктория, я вот не понимаю, почему, когда едешь на Дубровку, оттуда едут женщины на дорогих машинах, и смотришь на ее лицо, как будто бы кто-то ей на голову насрал. Это токсикоз так действует. И если жить в токсикозе долго, вы не только можете спиться, употребляя алкоголь систематически, но вы можете болеть разными болезнями, психосоматика там плещет во все щели. И 80% больных в онкологических клиниках – это, конечно же, партнеры вот этих нарциссов, психопатов, людей с расстройствами личности, потому что их сущность направлена на разрушение. Может быть, лучше жить спокойной жизнью, не носить там Армани, Гуччи, но иметь возможность радоваться мелочам. Точно я вам говорю. А встретить своего человека можно везде, если сохранять чистоту внутреннюю. Знаете, еще такой смешной случай вам расскажу. Я вот время от времени хожу на всякие там съемки. Ну, редко это бывает. И, значит, там сидим, общаемся с одной девочкой. Я говорю: хочешь, я тебе сделаю видео на YouTube? Ну, там она замужем за египтянином, у них ребенок, она дома чем там занимается, ну, дома сидит. Говорю: могу тебе сделать видео? Она говорит, так на меня посмотрела интересно
и говорит: ты, наверное, хочешь меня использовать. У меня даже слов не было на тот момент, потому что так а что тебя использовать, я хотела сказать. Ты кроме того, что готовить всякие блюда местного происхождения, ты уже ничего не умеешь. И так удивительно, люди занятые, серьезные, у которых вот так расписан день, они выкраивают время, там, час, полтора, 2 часа, чтобы встретиться со мной, чтобы сделать какое-то видео, потому что так устроены они, деловые люди, они продуктивные. А человек, который ничего не имеет в жизни, не имеет и не умеет, он так будет подозрительно смотреть и говорить: ты хочешь меня использовать. Вообще, зачастую люди, которые так себя ведут, это они привыкли использовать и очень переживают о том, чтобы никто никогда вдруг их не использовал. Вот так вот можно считывать людей. Считывать людей можно по проекции. Человек будет всегда на вас проектировать свои недостатки, неполадки, свои страхи, свои комплексы, свой гнев, свою ярость. Вот это весь деструктив он будет проектировать на вас. Также, если человек светлый, хороший, высокодуховный, интересный, с богатым внутренним миром, он будет это тоже проектировать на вас. Выбирайте людей, которые способны любить, которые способны чувствовать, у которых есть эмпатия, которые развиты, которые читают книги, которые хорошие, которые чем-то в жизни интересуются, там, пытаются познать истину, глубину, смысл. То есть люди, которые способны думать и анализировать. Эти люди смогут вас защитить и отстоять вашу честь и достоинство, если даже вас нет рядом. Ну, вот так вот, по сути, и отбираются хорошие друзья. Хорошие друзья никогда не будут о вас сплетничать, они всегда будут отстаивать даже в одиночку вашу честь и достоинство. Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, на такой темненький, потому что в другом случае вам не будут приходить отчеты, что я создала новое видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы какие-то интересные. Под каждым видео я оставляю свой номер телефона для того, чтобы вы могли написать мне. Я даю консультации на любую тему касательно Египта, ну и не только Египта. Так что вот так вот. Ну все, до скорой встречи в Египте. Пока-пока.